Я в Петергофе, и здесь все украшено под зимнюю сказку. Это железнодорожная станция Новый Петергоф. И сегодня сюда приезжает новогодний поезд настоящего Деда Мороза. Но это будет немножечко позже. Я сюда пришел слегка заранее, чтобы показать вам сначала саму станцию. Точнее, это сейчас, это просто станция, а раньше здесь был вокзал, здание которого сохранилось с 1857 года до наших дней. Вокзал спроектирован в духе готической архитектуры и вызывает ассоциации со средневековым замком или собором. Так что когда Дед Мороз приедет в Петербург, будучи в своем новогоднем турне по России, встречать его здесь, наверное, идея удачная. Лучше места не найти. На привокзальной площади все уже готово к надвигающемуся празднику. Сооружена сцена, поставлена елка, циферки 2024 и много всякой новогодней атрибутики. Посередине площади стоит памятник барону фон Штиглицу, которому мы и обязаны строительством данного вокзала, здание которого действительно красивое, но об этом уже постарался Бенуа. Еще большую красоту вокзалу придавали развешанные по нему лампочки, которые не только подсвечивали его, но и выделяли контуры. Это еще больше дополняло образ сказочного замка. Наверное, после увиденного появляется вопрос, неужели сюда приходят обычные пригородные электрички? Да, приходят. И жители Нового Петергофа каждый день здесь садятся, когда едут на работу, и выходят, когда возвращаются с нее. Рядом с вокзалом сделали небольшой рождественский городок. Тут стоят всякие кафешки, забегаловки, скамеечки и детская площадка, естественно в виде поезда. Самым большим сооружением был каток, выполненный с контурами достопримечательностей Петербурга и, конечно же, Петерговского вокзала. Почему же здесь никто не катался, наверное, спросите вы? А потому что было очень холодно, я бы даже сказал невыносимо холодно. Когда я записывал это видео, то каждые 10 минут бегал в зал ожидания греться. Но это все было накануне. Давайте перенесемся в утро, чтобы встретить поезд Деда Мороза. И вот восход. Солнце потихоньку встает и освещает верхушку башни. Понемногу собираются люди посмотреть на предстоящее шоу. Небо чистое, морозно, но уже не так, как было ночью. Все замерло в предвкушении предстоящего праздника. Выйдя на перрон, видишь сообщение, что скоро прибывает самый новогодний экспресс во всей России. В предвкушении праздника выглядываешь за ограждение посмотреть вдали на железнодорожные пути. А там уже виден вдали прожектор и клубы дыма от приближающегося новогоднего экспресса. Праздник к нам приходит все ближе и ближе. Уже слышны гудки паровоза, стук колес и как локомотив свистит паром. Все зрители высовываются за ограждение, снимают приближение поезда на телефон, а он все ближе и ближе. И вот поезд Деда Мороза прибывает на станцию Новый Петергоф. Локомотивов, кстати, было два. Второй приехал следом за первым, но подъехал не к станции, а на дополнительный путь рядом. Было очень красиво и празднично. Прокатиться на этих поездах не получится. Все-таки это передвижная резиденция Деда Мороза, а не обычный поезд. Однако, если вы хотите прокатиться на похожем паровозе, который везет ретро-состав, то смотрите одно из моих прошлых видео, в котором я отправился в горный парк на настоящем паровозе. Ссылка будет в описании. Зайти в некоторые из вагонов все-таки можно. По особым билетам вагон «Кукольный театр», а без билетов вагон «Сувенирную лавку», фотокупе и вагон-ресторан. В последнем можно перекусить и согреться теплым напитком, ведь на улице было все еще морозно. А после того, как отогреешься, можно полюбоваться видами из окна.
Вот примерно так прошел этот чудесный ясный день. Но погодите выключать это видео, это еще не все. Вечером, когда стемнело, всех ждал еще один очень красивый перформанс – отправление поезда. Перед этим на сцене перед зданием вокзала были еще выступления, а потом вышел Дед Мороз, чтобы попрощаться со всеми жителями и гостями Петергофа. После того, как все любезности были сказаны, Дед Мороз и вся его команда погрузились на поезд, после чего начались последние приготовления к отправке. Вся публика собралась у одной из сторон вокзала, откуда должен был выехать новогодний экспресс. Все ждали, когда же поезд поедет. Станция опустела, так как все, кому надо, были уже в поезде, а все, кто пришел посмотреть, стояли уже у выезда из вокзала. Оставалось дождаться только зеленого сигнала. И вот слышен гудок, шум пара, и поезд Деда Мороза тронулся. Кстати, исходно планировалось, что оба локомотива проедут через арки вокзала. Однако перед самым отправлением на одном из паровозов погасла подсветка и выключился один из передних фонарей. Видимо, это попытались быстро исправить, так как отправление задержалось на 12 минут. Но в итоге поехал только один из составов. Хотя организаторы вполне могли сказать, что один поезд – это поезд доброго Деда Мороза, который едет к тем, кто себя вел хорошо, а второй, темненький, к тем, кто не очень. В итоге новогодний поезд уехал, но обещал вернуться в следующем году. Кстати, следующая его остановка в Рыбинске, про которую у меня тоже есть новогоднее видео.